Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз события ближайшего будущего. И мы рассмотрим период ориентировочно первая декада июля. Это будет связано с полнолунием в Козероге. Козерог у нас всегда это стабильность, материализм какой-то в хорошем смысле, порядок, структура. И вот ожидается между двумя соединениями, точнее присоединениями Лилит или черной луны в конце июня, это у нас была Венера. А вот как раз 19 июля ожидается присоединение черной луны к знаку Солнца, к светилу, по сути дела, в тот момент, когда будет входить в знак Льва. И тоже своего рода какие-то внезапные события в окружающей нас обстановке, теоретически, по крайней мере, они могут быть. И так или иначе, вот то, что будет снаружи, будет оказывать влияние на наши планы, на наш внутренний мир. Но не всегда планетарные предсказания или прогнозы совпадают с прогнозами по Таро. Таро видят часто вообще полярно, диаметрально даже. Вот давайте мы узнаем. Я думаю, вы люди интуитивные. И у каждого какая-то своя, как обстановка, так и ситуация. И какие-то подсказки вы найдете. И первую карту мы достанем. В целом, как для вас этот период видят карты и оценка ситуации. Так мы ее и назовем. Для скорпионов. Главное событие. И каковы этого главного события перспективы, чем это для нас продолжится или что мы получим в результате. Неожиданные события, достанем карту. И что нам помогает. Давайте оценку ситуации на этот 10-дневный период. Вообще само по себе движение уже какое-то, да, скорость по восьмерке жезлов, это быстрые какие-то новости или это какое-то предложение, это то, чего мы не сможем отложить на потом, и предполагает эта карта, что мы либо куда-то можем отправиться срочно, спешно, или придет какое-то известие, и от нас потребуется тоже либо какие-то действия, либо включиться в какой-то вопрос, что-то решать. Но больше позитива снесет на себе эта карта. И с учетом жезлов, это какая-то энергетика, когда нам захочется, скорее всего, заниматься чем-то. Для кого-то это возможность, может быть, решить какой-то вопрос, который стоял длительное время на паузе, и вполне вероятно, для кого-то из вас это как возможность будет. Но предполагается, что мы держим руку на пульсе и быстро реагируем на что-то, откликаемся, но скучать нам будет некогда. Видимо, может быть, вообще период будет для вас такой, когда много информации или какая-то многозадачность. Ну, давайте главное событие, вокруг чего. Мы закрываем буквально дверь в прошлое по десятке мечей. Это какие-то наши в прошлом разочарования. Вот мы под ними проводим демаркационную линию и дальше как новый отсчет своего рода. Видимо, вольно или невольно будут воспоминания какие-то или нас ситуации столкнут с теми людьми из прошлого, ну, с которыми не только какие-то положительные моменты, но, наверное, еще и те, когда мы не могли какой-то вопрос решить. Или это может быть та ситуация, которая уже сложилась как патовая, и мы тоже что-либо изменить не можем. Вот мы можем прийти к какому-то выводу окончательному, что да, в эту сторону уже все, процесс не пойдет, развивать уже нечего, надеяться тоже не на что. И поэтому мы подводим итоги. И надо сказать, полнолуние в Козероге 3 июля – это как раз подведение итогов. Вот какой-то своеобразный итог мы можем подвести. Или сказать уже прошлому окончательно нет, в чем-то поставить точку. Нас какой-то, может быть, даже разрушительный период, который был до того, уже вторично не ранит. Мы уже словно успели за какой-то период прийти в себя, и мы не допустим благодаря этому опыту повторения какой-то ситуации со знаком минус. Мы словно какой-то гештальт можем закрыть для того, чтобы быть более ресурсным, для того, чтобы не оглядываться назад. Мы принимаем просто как свершившуюся реальность то, что было с нами. Давайте мы узнаем,
Каковы перспективы победы, мои дорогие? Здесь действительно для вас, скорпионы, как, знаете, словно я стою на пороге между прошлым и будущим. Вот оно уже прошлое, и мне не хочется туда даже оглядываться. Но, видимо, главное событие нам выпадает эта карта, поэтому неизбежно какие-то воспоминания будут. Но перспективы-то как раз самые замечательные. Победитель нам говорит карта. Вы победитель. И значит, какой-то прежний период жизни словно заканчивается. И совершенно другая история с другим качеством жизни, с другим вкусом к жизни. И вы, знаете, тут может быть такое состояние, как какой-то душевный драйв. Хочется уже чего-то нового. Если какой-то предыдущий период мы словно застряли и могли еще, ну, где-то философствовать, рассуждать, размышлять, какие-то, может быть, и были воспоминания даже со знаком плюс, и такое, ну, глухое сожаление, что вот что-то у нас не получилось, или мы хотели как лучше, да, получилось как всегда, увы, так бывает, не все от нас зависит, зависит и от обстоятельств, на которые мы уж точно не влияем, или, к примеру, от решений людей, мы на них тоже не влияем, мы не можем изменить человека, и вот какая-то такая данность, как понимание, она приходит в нашу жизнь спокойно, без какого-то надрыва. И если мы говорим, чем быстрее мы, наверное, закроем дверь в прошлое, тем быстрее будет какая-то победа и новое качество жизни. Перспективы, если мы спрашиваем, самые замечательные. Но какие-то действия от нас потребуются все равно, потому что по карте 6 жезлов, помимо того, что победитель нам показан, победитель показан достаточно уставшим, и так вот, знаете, он равнодушно взирает на вот эту толпу, которая его окружает и рукоплещет ему. Он потому что знает цену победе, и он не намерен ей жертвовать или принести ее в угоду кому-то или чему-то. Он больше надеется сам на себя, и он будет сохранять все то, что он достиг. Вот какие-то такие перспективы с укреплением вашего положения, ну и, наверное, новые возможности, безусловно. Вот восьмерка жезлов как раз может об этом и свидетельствовать. И эти новые возможности могут приходить по-разному. Это может быть ваш собственный инсайт, хотя чаще восьмерка жезлов все же говорит об информации, которая врывается в нашу жизнь, на наш порог, может быть, приходит. Это как, может быть, и смс, и телефонный звонок, а может быть, это будет связано с конкретным человеком. Давайте мы узнаем неожиданные события. Ну вот сама по себе предполагает карта какие-то неожиданности и продолжает вот тему верхнего ряда карт и говорит: отпускай все то, что уходит из твоей жизни. Чем быстрее ты отпустишь, и я бы сказала, чем больше вы отпустите, здесь как будто прогрессия такая, знаете, геометрическая, тем больше вы получите. Отпускай все старое и встречай все новое, что приходит на твой порог. Придется заново и либо с кем-то, либо с чем-то взаимодействовать. Это значит, что новые люди появятся в вашем окружении. Будет возможность сформировать вообще новое какое-то окружение, так откроются и новые перспективы. Для кого-то из вас поездка, и вы можете задуматься как раз о том, а не поехать ли или не переехать ли мне вообще в другую местность. И даже те из вас, кто об этом ранее не думал, тут ведь, знаете, может для кого-то проиграться тот момент как раз, вот этот планетарный, когда тут возможно все, и вы приходите к мысли, что я не хочу здесь оставаться. Вот у кого-то этот момент внезапного переезда или просто как желание, может быть, вот в эти первые 10 дней июля могут проиграться. Когда вы вдруг для себя увидите какую-то перспективу совершенно в другом месте. Должна сказать, что в колоде Таро Висконти Сфорца или в романтической колоде Таро карта Колесница обозначает удачу, успех. То есть не просто как перемещение какое-то, а именно когда мы открыты как будто новым возможностям. Так вот, они нас зовут именно к удаче и успеху. Поэтому это старший аркан, мои дорогие скорпионы. И примите во внимание, мы от чего-то не должны отказаться, понимаете? Видимо, сама по себе
или сам по себе период начала июля для вас будет выражаться в каких-то новых возможностях. И у нас ведь восьмерка жезлов нам тоже об этом где-то говорит. Давайте мы, что нам помогает, правда? Вот чувство новизны. Но и по принцессе Пентаклей, посмотрите, принцесса взяла один пентакль и выше головы подняла, как будто рука держит ее колосья. И это не что иное, как наш какой-то опыт. Поэтому, опираясь на свой опыт, что-то мы умеем делать очень хорошо. И даже если в данный момент по финансам вот достаточно одного буквально пентакля, это может быть какое-то дело, которое ну, почти с нуля. Или это может быть деятельность, которой вы не занимались. Или вы захотите что-то перестроить в своем бизнесе. Или какие-то возможности на вашей службе, работе, где вы сейчас, чем вы занимаетесь. Это всегда элемент новизны. Здесь может быть обстановка вокруг вас сложится таким образом, к примеру, новые руководители или какие-то новые возможности. И вот свою жизнь действительно, вот начиная с первой карты, как будто врывается какое-то событие, какое-то известие и переворачивает нашу жизнь вообще, ну, где-то или нас разворачивает на 180 градусов, и мы уже устремляемся вперед. Очень ответственный период, хотя достаточно спокойный, надо сказать. И при всем при том, что он может быть таким, знаете, когда потребуется много нашей активности. Но эта активность не будет восприниматься как какая-то тяжесть. Это будут именно какие-то новые возможности для нас. И очень важно с этим провзаимодействовать. Своего рода вот тот разворот, когда мы полностью уходим из прошлого. Он для нас открывает уже новые перспективы. И, скорее всего, с учетом вот этих двух карт мы можем или начать что-то, что прежде мы не допускали или не собирались этим заниматься, или отправиться туда, куда прежде мы тоже, может быть, в этом направлении даже не смотрели. Но это к какой-то победе, мои дорогие скорпионы, и искренне желаю вам удачи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.